вкуснее, чем икра, по-моему, да? Очень вкусно прям, вообще. Слов нет. Пикантный вкус, запах и чеснока, и самое главное, вот этот болгарский перец. И сам томат тоже очень вкусный, знаете. Так что прошу любить и жаловать. Ассаламу алейкум, здравствуйте, мои дорогие. Я рада приветствовать вас сегодня на нашем канале. Сегодня я хотела поделиться с вами рецептом. Вот я буду готовить сегодня красный болгарский перец. Мы его называем вообще уже сколько лет в нашей семье, почему-то мы его назвали Uncle Ben's. Вот. Сюда что у нас уходит? Самое главное, значит, в главной роли это болгарский перец. Видите, он у меня такой бордового цвета, такой мясистый, очень хороший выбрала. Я его уже, видите, почистила. Здесь у меня уходит всего 3 килограмма болгарского перца. Дальше 2 пучка вот укропа. Уйдет у меня здесь всего лишь 3 столовых ложки полные сахара. 3 головки чеснока. Вот я его уже приготовила, почистила. Смотрите, 2 литра томатного сока у меня уходит. Но у меня нету сейчас томатного сока, и я часто так делаю. Во-первых, это дешевле обходится. Я беру томатную пасту и развожу ее водой. Понимаете? В 2 раза. Вот если у меня литр, я еще литр воды добавить должна. Подготовила воду. И плюс у меня уходит растительное масло. Растительное масло у меня уходит 250 миллилитров. Вот и все. И сейчас полностью я расскажу, как будем мы делать. Сначала я вот нарежу сейчас болгарский перец. После этого я добавляю сюда масло и плюс томатный сок. Все, ставим на огонь 25 минут, мы проварим. Потом, значит, просто мелко нарежем вот этот вот чесночок. Все, и зелень добавим. И минут 10 опять проварим и закатываем в стерильной банке. Готовится очень легко. Но это лечо, мы называем Uncle Ben's. Давайте, пожалуйста, тогда приступим, да? Начинаем резать. Вот так вот, прям на кубики старайтесь резать. Вот так вот я беру и режу. Так, смотрите, значит, я приготовила, да, полностью нарезала болгарский перец, а теперь мы будем готовить томатный сок вот здесь вот. Смотрите. Из томатной пасты я приготовлю томатный сок. Вот я наложила вот сюда половину вот этой вот баночки. Сейчас буду разбавлять, посмотрим, сколько у нас уйдет, да? Это более экономный вариант. Да, прикольно, видишь? Готовим, да? Он у нас густой должен получиться, правильно же? Да, перчик я уже порезала, видишь? Добавим вот это вот. Надо еще добавить, я считаю. А потом водички. Кипяченую водичку у меня я приготовила. Получился томатный сок. Сейчас я его хорошо разведу и добавлю сюда. Здесь пропорции надо обязательно хорошо соблюдать. Вот вам томатный сок. Шикарно. Даже лучше, чем в магазине. Вот наливаем мы сюда. Добавляем нашему болгарскому перцу. Вот и все. Очень легко. Отмеряю здесь я 250 миллилитров. Вот это наше растительное масло. Подсолнечное лучше, конечно. 250 миллилитров. Все. Прикольно. Все. Добавляйте сюда. Вот и все. Хорошенечко вот так вот перемешаем. Пахнет. Значит, смотрите, я сейчас добавлю сахар 3 столовые ложки, но соль вы должны сами ложить по вкусу, как вам нравится. Соль в процессе варки будете ложить. Я сейчас, конечно, немножечко присолю, потому что у нас все равно вот томатная паста, вот то, что я сделала, томатный сок, он немножечко соленый, поэтому соль по вкусу. Так, теперь я добавляю 3 столовые ложки сахара. Раз, два, три. Полные.
хорошо перемешаем. Все у нас, можно сказать, готово. Сейчас мы поставим вариться это на газ. Приблизительно на 20-25 минут проварите, а потом уже добавим мы вот наш укропчик, порежем его и чесночок. Все. И по банкам стерильным. Очень быстро готовится, очень легко готовится и очень вкусно. Вы знаете, я раньше готовила, знаете, помидоры. Добавляла сюда помидоры, значит, мелко-мелко вот так вот и через мясорубку пропускала. Но вы знаете, с томатным соком все равно вкуснее получается. Мне это больше нравится. Ну что, поехали тогда. Ставим огонь. Вот так вот обязательно перемешайте. Подготовим наш вот этот вот укропчик. Просто вот так вот крупненько порежьте и все. Не мелко. Я сказала вам, да, 2 пучка укропа уходит у меня. Ну, смотря какие пучки. У нас вообще нормальные такие хорошие пучки у меня. Я выбрала. На базаре брала. И чесночок порежу сейчас. А чесночок вот так вот можете. Если большие, то посередине вот так. Вот смотрите, у вас начало, вот видите, кипеть, да? Я вам сказала, от момента закипания, вот минут 20-25 вы проварите. Вот этот вот болгарский. А потом уже добавите туда зелень и чеснок. Все. И еще минут 10 дополнительно проварите. Ну, в общей сложности 35 минут. Вот смотрите, теперь я выкладываю сюда, вот видите, укроп и чеснок. То, что мы нарезали. У нас покипело минут 20-25. И чеснок бросаем. Все перемешиваем. Еще минут 10 где-то. 5-10 минут, вот знаете. Оно должно покипеть у вас. Хорошо перемешайте. И все. Вот периодически вы должны помешивать. Все-таки уже концовка, видите, она загустела немножко у нас. И в процессе тоже помешивайте, чтобы у вас как бы не подгорело. А так оно не подгорает в основном. Видите, какой красивый получается. Вот в процессе варки вы пробуйте соль. Сами по вкусу, сколько вам нравится, сколько вам, как вы привыкли. Так, вот смотрите. У меня стерильные банки. Немножечко огонь сделайте потише. Да, и начинайте накладывать. Вот так вот. Мешайте. Соль я попробовала. Отлично у меня все. Начинаю накладывать вот так вот в баночки. Очень вкусно получилось. Я попробовала. Ну что, вот приготовили мы наши вот лечо. Анкл Бенс наш, как говорится, смотрите, как он приятный. Очень такой получился хороший, вкусный, густой. Давайте будем пробовать все. Давайте будем пробовать. Пробуйте на хлебушек. Я еще хочу сказать, это все, наверное, сейчас вспомнят, когда при Советском Союзе реклама выходила, да? С тех пор мы готовим этот Uncle Ben's называется. Правильно говорите. Да. Тогда мы первый раз, вот Лула попробовала приготовить, нам это понравилось по рекламе, да? И получилось так вкусно. Вы просто не представляете. Вот если по этому рецепту вы приготовите, да, вы точно скажете, вот это да. И будете каждый год готовить. Да, Вот давайте, вот с хлебом, да, очень хорошо идет. Вот смотрите. На хлебушек, да? На хлебушек, да. Вкуснее, чем икра, по-моему, да?
Очень вкусно прям, вообще. Слов нет. Да? Очень вкусно. И здесь вот, понимаете, такой вот пикантный вкус, запах и чеснока, и самое главное, вот этот болгарский перец. И сам томат тоже очень вкусный, знаете. Так что прошу любить и жаловать. Да, очень Мы вкусно. рады, что вы были сегодня с нами. Счастья, добра, уюта и процветания вашему дому. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему каналу. Давайте. Давайте пробовать. Мне понравился. Очень вкусно. Без ничего можно, да, кушать? Да, да, да. Вкуснее, чем икра. Особенно вот этот томатный сок, он пропитался и очень вкусный. У меня получилось вообще-то, знаете, там 6 баночек. 6 баночек и было бы 7. 800 граммовых. Ну, вот это вот я уже просто поесть оставила. Вот из 3 килограмм получается вот столько. Из 3 килограмм болгарского перца. Да, зимой именно, если когда откроешь, Да, вообще. зимой сейчас он Да, еще пропитается, еще лучше понимаете? пропитается. Уксус я не добавляю сюда абсолютно. Да. И так легко, так быстро приготовила. Ну, 40 На лет. скорую руку. На скорую руку это. Уже лет 40 готовлю.